у тебя тараканы, злость и обида не на родителей, не на реальных людей. Внутри тебя импульсы, которые тебя переполняют, и эти импульсы генерируют вот эту вот всю обиду, злость, гнев и так далее. Обида – это самое глупое, самое разрушительное, самое бессмысленное чувство, которым может только обладать человек. Вот посудите сами. Даже если мы возьмем какой-нибудь гнев, то есть здесь хотя бы понятен корень, то есть тебя что-то жестко выбесило, ты внутри эту злость, силу сгенерировал, и теперь ты как бы ее бросаешь в других людей с попыткой что-то забрать свое, доказать. А что дает обида? Ты только вдумайся. Обида – это какая-то виртуальная игра в твоей голове, это какой-то сценарий, фильм, который ты там выстроил, в результате которого ты берешь только себе минусы, а всем остальным похрен. То есть корень этого берется тогда, вот подумайте, вот кто такой ребенок? Ребенок — это человек, который живет в искусственном мире. У него существует мама, папа, его квартирка и вот он. То есть он не понимает, как выстроен этот мир, какой сложностью и так далее достаются, например, продукты в холодильнике у ребенка. Он понимает только вот себя, свой маленький мирок. Я хочу это внимание, я хочу эту заботу. И когда человек вырастает, и он в голове не произошло у него настоящего взросления, то он в принципе вот этот же шаблон отношения между людьми, как он был маленький в детстве, он перекладывает уже во взрослую жизнь. То есть обида, она всегда про некоторое вот такое, знаете, очень близкий масштаб рассматривания себя и на себе. Жизнь в норме, она, знаете, вот такая вот много всяких «но» и «если». И вот если бы твое внимание было бы посередине этой карты мира, то ты бы видел, да, вот тут вот ко мне поступили немножко по-скотски, но здесь понимаю почему, потому что вот так. А здесь вот это невыгодно мне, а здесь мне выгодно. И то есть ты бы строил вот такие вот связи, параллели. А человек, который вот с обидой живет, это тот, который вот этот масштаб карты большой, он ее вот так вот сузил вот в такое и видит все вот так вот, только из себя, через себя. И ты даже знаешь, как бы тебе настолько на себе внимание, что тебе кажется, что все это о тебе и про тебя. То есть, если человек поступил к тебе плохо, не для того, чтобы сделать себе хорошо, и ему пофиг на тебя, а вот именно прям против тебя все. То есть, это вот такое нездоровое, неадекватное восприятие мира. И в современном мире самый популярный, пожалуй, вид обиды – это обида на родителей. Вообще, как бы не хочу далеко отходить в сторону, но вот выражу свое просто мнение. То есть, вот 100 лет назад это было такое абсолютно нечеловеческое отношение к детям. А сегодня, получается, это выкручено, наоборот, в другую сторону. То есть, чересчур акцентируется внимание, чересчур вот это вот взращивается жертвенность. Представляете, что противопоставляется? То есть родители, которые жили 40 лет назад, у которых не было ни интернета, ни понимания, ни книг, другая идеология, вообще все по-другому, и сегодняшнее, нынешнее время, в котором ты уже понимаешь степень, насколько это губительно, насколько вообще уже по-другому люди вот открыли этот пласт, что так нельзя. И то есть ты пытаешься современное вот это миропонимание засунуть туда. Плюс к тому же, то есть твои родители, когда делали зло, ну, неосознанное зло в отношении тебя, это были молодые твои родители, там, которым было 35 лет, допустим, а ты был маленький ребенок. А сегодня тебе 35 лет, а родителям твоим там 65. То есть ты понимаешь, что ты пытаешься вообще добрать тут, искать, какую правду доказать, кого вообще наказать. Это старые, немощные люди. Ты не можешь просто даже, будь ты адекватным человеком, что-то требовать и как-то вот вообще скидывать на них ответственность за свою жизнь, потому что ты здесь взрослый человек, независимый, а они старые, немощные люди. Ты понимаешь, как ты можешь пытаться оправдать сегодняшние свои неудачи, то, что с тобой происходит, тем каким-то фантомным прошлым, которым было тогда. Сейчас тебя никто не душит. Сейчас даже если они пытаются вторгнуться в твою жизнь, так тебе 35 лет. Это ты тогда мог, будучи ребенком, зависеть на 100% и не иметь ни своего мнения, ни возможности, потому что ты тут кормишься, ты тут живешь, ты тут все. Сейчас каким образом вот это вот влияние может быть на тебя оказано, если только не внутри твоей же головы, в которой проблемы. Понимаешь? То есть проблем больше в родителей нет. Искать там какого-то справедливости, правды и так далее там нет. То есть я тебе вообще сейчас расскажу, как это работает. Мы по-другому вообще все делаем. Мы не разговариваем. У тебя тараканы, злость и обида не на родителей, не на реальных людей.
внутри тебя импульсы, которые тебя переполняют, и эти импульсы генерируют вот эту вот всю обиду, злость, гнев и так далее. То есть ты можешь это убрать из своего тела, нервной системы напрямую, и отпустит воспоминания, вообще всяческая боль от этого всего. То есть это чуть-чуть попозже. То есть я хочу еще про обиду чуть поговорить. Вот смотри, обида — это такое чувство, которое ты испытываешь субъективно внутри себя, о котором другие люди даже в принципе не понимают, они это не ощущают. Они только ощущают твое какое-то идиотское поведение. И им по боку, им твоя реакция обиды вызывает только отторжение. Тебе почему-то кажется, что оно должно вызывать сочувствие. Но нет, оно так не работает. Ты даже сам можешь, проанализировав других людей, когда человек как бы вот обижается, ноется, вот так вот закрывается, это только раздражает. Хочется ему, наоборот, дать по шапке. Да иди отсюда уже, не мешай. То есть не хочется. В мире, наоборот, тянутся к силе, к магнетизму, к харизме. Вот к этим качествам, наоборот, позитиву. Никому не приятен человек с обидой. Второй момент. Вот, например, все, ты обиделся. Какие 3 пути ты при этом вот применяешь? Первый путь – это разгневаться. Это другими словами, что ты берешь вот прям нож, только ты его берешь не за ручку, а за острие лезвия, и начинаешь этим ножом вот так вот размахивать и пытаться наказать всех других. То есть ты, может быть, и ранишь других людей, но при этом ты себя поранишь еще даже больше, понимаешь? Просто логически вдумайся, не бывает, что ты генерируешь какую-то злость, гнев, негатив через мир, и чтобы он обошел тебя стороной, этого быть не может, потому что как бы он через тебя проходит. То есть ты генерируешь через себя, через свое тело, психику, через свою биохимию и так далее. То есть ты первоочередно разрушаешь себя, и уже потом это идет вовне. Поэтому это просто невыгодно, бессмысленно. Это ты себя цени. Это первый момент. Второй момент, например. Это люди обижаются и начинают не разговаривать. Ну, и какой в этом смысл? То есть ты со стороны выглядишь дурацки. Ты со стороны выглядишь слабо, неуверенно. А по тебя, наоборот, как-то еще больше хочется вытереть ноги. От тебя хочется сказать, да иди ты нахрен, дурачок какой-то, да? То есть, особенно если ты постоянно используешь эти тактики, вот постоянно у тебя раз через раз обида, надуваешься, не разговариваешь. Особенно если это в отношениях. Это все, это уже как бы дорожка к тому, чтобы разрушить отношения, семью и так далее. То есть это бессмысленно, ты себя выставляешь в дураках, это не работает, это вызывает только, наоборот, манипуляция, не сочувствия, сожаление, обратите внимание, а раздражение и так далее. И третий, обычно какой сценарий? Если ты обиделся, прям проглотил это все, сидишь, ненавидишь втихую, ненавидишь. И вот из этой ненависти, как из такого-то, знаете, как кокона, рождается вот такая месть, как бы, да, то есть прям, то есть прикинь, месть, то есть ты вместо того, чтобы думать, как ты будешь поднимать свою жизнь, менять свою жизнь, достигать своих целей, развития, ты вместо вот этого вектора вообще тратения сил, внимания и так далее, ты, наоборот, погружаешься в эту грязь, копошишься, а я тебя тут, а я тут что-то сделаю такое, а я какой-то вот так вот такой вслух запущу, а я какой-то там донос напишу, а я что-то вот тут вот вскрою. То есть ты понимаешь, что ты делаешь, то есть в какую сторону ты чему служишь вообще. То есть ты опять же пропускаешь это через себя, и твое нутро гниет. Гниет только от одной мысли сделать другому плохо. То есть так это не работает. Ты не можешь доказать и показать справедливость, нанеся грязь, используя зло. Это несправедливость, это зло. Это просто зло под предлогом, под таким фактором. Настоящая справедливость, она приходит только через тот факт, что ты поднимаешься. Например, тебе там изменили, да, и бурлит это все, страшная обида, гнев, желание отомстить. Но это не так работает. А надо внутри себе просто сказать: поживем, увидим. То есть надо вот это четко вот так вот: поживем, увидим. Вы пожалеете, да, в этом есть вектор такой, знаете, как бы не мести даже, а вот такого, вот, знаете, как бы противостояния, вот немножко протеста. Но не через то, что я нанесу тебе конкретный удар, урон и испорчу твою жизнь, а я свою так вознесу вверх, что ты просто будешь потом вот так вот локти пытаться укусить и не укусишь никак. Ты потому что вот тут я буду, а ты вот тут останешься. И ты как бы пожалеешь по факту того, что сделал неверный выбор. И вот такую движущуюся силу обиды я приемлю и я ценю. То есть обида, которая тебя мотивирует на поступки и достижения вовне. Вот так вот, в принципе, эволюцией было, пожалуй, задумано это чувство именно ради этого. Понимаете? Обида является движущей силой как всего самого хорошего в этом мире, так и всего самого ужасного в этом мире. То есть это движущая сила или это разрушительная сила, выбирать лишь только тебе.
А теперь смотри, какой интересный парадокс. Вот я сейчас потратил 10 минут, я тебе донес эту позицию аргументированно. Ты сейчас сидел такой, да, правильно, Александр, согласен, ты прав, все так, молодец, так и надо. И что ты думаешь, ты от того, что я тебе сейчас это сказал, ты теперь в жизни будешь реально так поступать? То есть ты перестанешь это чувствовать, у тебя перестанет вот этот вот соблазн поступить именно вот так вот гадко, то есть ты перестанешь чувствовать вот эту вот боль? Нет, ты не перестанешь. А знаешь почему? Потому что наши эмоции, чувства — это не мысли в голове, а это импульсы нервной системы в теле. А вот теперь внимание, это меняет просто суть игры полностью. Потому что я тебе пытаюсь сейчас объяснить, что это происходит не на уровне твоих генераций мыслей в твоем мозге. То есть это не личностный вопрос, это не вопрос сознания. Это вопрос твоего компьютера в теле, твоей нервной системы. То есть, другими словами, это то же самое, что через голову пытаться решить эти вопросы, это то же самое, что спорить с радиоточкой. То есть, понимаешь, радиоточка, она звуком, импульсом действует. Сколько ей не говори, вот так вот не надо, она это действует, потому что это просто импульсы, звуки, волны. Или, например, компьютер, который не работает, завис. Ты можешь его брать в руки, кричать, бить, все что угодно. Он от этого тупить не перестанет. Потому что он переполнен неверными алгоритмами внутри своей прям операционной системы. И вот если это понимание вы сейчас возьмете, если вы сумеете увидеть мир через то, что я вам говорю, через мой метод код фасции, то у вас больше не будет вопросов вообще об обидах, тревогах, там, во всяких этих деструктивных чувств, потому что вы будете их решать не через слова, через ля-ля-ля, через голову, а напрямую через убирание этих деструктивных импульсов из тела. И это и есть революция. Это как бы не психология, а неопсихология. То есть вот смотрите, я сейчас вам покажу видео. Это типичное представление старого мира о старой психологии, где вот этот вот анализ, гештальты, проверка, разговоры, сессии. То есть вся эта фрейдовская вот эта вот созданная махина, которая уже устарела лет на 150. Вот эта вся история, посмотрите, как они пытаются решить этот вопрос. А потом я поясню кое-что. I'm closing my throat. Yeah. Knotting my stomach. What are you doing in your stomach? Knotting it up. Yeah. Now, can you do all this, what you're doing to yourself, to your mother now? Make no noises with it. What do you feel now? I feel better. I feel like a witch. Sure. Yeah. Now, make you rich. What could you do to me? Enjoy thinking of it? Итак, вот вы посмотрели. Теперь смотрите. Изначально, когда этот специалист спрашивает девушку, типа, а что у тебя там, где, как это вообще выражается? Что она ответила? Это выражается напряжением прям в горле. Это выражается напряжением прям в животе. То есть это не просто фантомные какие-то мысли или слова. Это и есть та первопричина. Все остальное это уже лишь бла-бла-бла. Это уже рационализация того, что внутри ядро, которое и вызывает все это остальное. То есть нам не нужно разговаривать, нам не нужно воображать, нам не нужно вот так вот делать для того, чтобы просто вытащить эти импульсы. Ребята, это совершенно другой взгляд. То есть Фредерик Перлс, который основатель этой гештальт-терапии, вот он здесь использовал то, что тогда было когда-то, я не знаю, там 70 лет, 50 лет назад, актуально на тех людей, на ту психику, на тот мир, на тех еще немножко слегка как бы наивных людей, которые даже не понимали, что такое, собственно говоря, вообще психология. И это видите, как работает. То есть
Он, получается, взял вот эту девушку, заметьте, какая это девушка. Она очень легко поддающаяся воздействию извне. Это такая девушка, как бы, которая элементарно может быть загипнотизирована, гипнабельна. То есть это такая девушка, у которой, в принципе, язык психики, как у актрисы. То есть ей это очень все легко дается, она прям вот рада идти, она прям вот в это все пошла, вот в эту ведьму, вот в это все игру образа, вот в эту всю игру, выпуск этих эмоций. И то при этом, при всем, это очень малоэффективно. Но, по крайней мере, она как бы пошла в это. А что мы будем делать, если человек, вот, допустим, ну, как в основном мои клиенты, которые у меня бывают, как люди, которые приходят ко мне на обучение, как непосредственно я, как моя жена и так далее. То есть это такие люди, которые не любят эти все сценки. Они, ну, как бы, когда я был зажимный 10 лет назад, это было просто невозможно. То есть я лучше сквозь землю провалюсь, но я такое делать никогда не буду. То есть внутри у меня все оцепенено, стыдно, страшно, неловко. То есть как я могу так вот дурачиться, вот это все говорить? То есть я даже не подпустил бы тебя в принципе в разговоры, в личность. То есть я был взросшен на том, что как бы, мужчины не плачут, то есть надо все перемалывать, что вообще жаловаться об этом плохо и так далее. То есть для меня это неприемлемо было тогда, а сейчас это просто неэффективно. То есть я однозначно 2 руками и 2 даже ногами я против этих старых методов, потому что это глупо. Это так же глупо, как ездить сейчас на лошадях, когда можно ездить на машине. Это так же глупо, как пользоваться телеграфом, когда существуют айфоны. То есть это просто прошлое, это вот классическая старая психология, которая уже все, ребята, конец. То есть пришло нечто большее, неопсихология. И сейчас я вам объясню, что она из себя представляет, что предлагаю я и как это работает на самом деле. То есть смотрите, вот эта пленка называется фасция. В этой пленке нервных окончаний даже больше, чем где-либо, чем в коже и так далее. То есть это прям концентрат, это как отдельный орган человека, осязательный, обаятельный, анализаторный. То есть это костюм, наш биокостюм, который соединен с жизнью напрямую. И то есть каждый раз, когда ты испытываешь какую-то мысль в голове, вот этот костюм, он реагирует вот на эту мысль физическим телом. То есть что я имею в виду? Что наша мысль в голове, вот ты ощутил какой-то страх или еще что-то, это работает не отдельно. Это не просто в голове страх, а тело само по себе тусуется. Нет. То есть вот эта эмоция, это как первичная команда, импульс, которая идет по твоей нервной системе. Эта нервная система проводками, нервными окончаниями, прям по всей вот этой прозрачной пленке фасции, она вот как паутина, так, оно расходится в каждый участок твоего тела. И каждая определенная эмоция, каждая определенная вот эта вот мысль, поступок твой, он сопровождается определенным паттерном внутри твоего тела. То есть, условно говоря, страх, если мы возьмем страх, то он будет вот так вот, закругляться плечики, закругляться шея вперед. Вот страх, тревога, она выглядит так. То есть она тебя закидывает вперед, скручивает тебя. Потому что в этом есть смысл с точки зрения выживания. Потому что страх и тревога, это, условно говоря, может быть и физическое. То есть прям может прилететь, взорваться, может тебя кто-то ударить и так далее. И тогда выгодно самые свои нежные части припрятать, спрятаться. То есть в этом смысл заключается. А если это какая-то подавленная агрессия, то есть ты хочешь, наоборот, разорвать, вот как бы защититься, драться, защищаться, то это же всегда ты как зверь. То есть вот желваками здесь, прям челюстями. Это же прям кулак ты напрягаешь. Это вот здесь на уровне удара напрягается. То есть таким образом, через психоэмоциональные рефлексы работает наше тело как единый механизм. То есть нет понятия отдельно психика, отдельно тело. Это прям и есть один движ. То есть это одна конструкция, она неразделима. И получается что? Что у нас есть голова, в ней есть мозг, и в нем есть сознание. И это сознание хочет, мыслит и дает какие-то приказы, мысли, исходя из того, что как бы ты хотел бы, то есть сознательно, через сознание. А существует вот эта пленка по всему твоему телу, в котором в виде застрявших импульсов и сигналов застряли вся та боль, все эти ситуации, все вот эти эмоции, все то, что было ужасное, травмическое в твоей жизни.
То есть ты понимаешь, что если была какая-то ситуация, в которой была у тебя истерика, паника, которую ты как бы помнишь сейчас, как то, что тебе аж прям на душе плохо становится, то, что ты как бы вспоминаешь и прям расстраиваешься, это не потому, что это воспоминание в голове, это потому, что импульс из тела, прям из фасции, по нервной системе проводит в твой мозг. И твой мозг, это получается не как в данном моменте, как что-то типа, это его мысль. Нет, твой мозг, он как анализатор получает от тела импульс и такой, ага, вот тут в этом импульсе обида. И он уже начинает в голове рационализировать, откуда эта обида берется. То же самое касаемо и тревоги. То есть ты сидишь дома на диване, у тебя все хорошо, все классно. Объективно ты можешь расслабиться, но ты не можешь, потому что твое тело генерирует эти сигналы. И твой ум, твой мозг, он сидит, он просто, он как бы, он делает то, что получает. И неважно, он понимает, что он сидит дома в безопасности, но к нему же приходит постоянный импульс, тревога, тревога, тревога. И вот он начинает тогда думать, ага, раз так, значит такое предчувствие, что как будто бы сейчас что-то случится, или уже случилось, и начинается накрут. То есть понимаете, ребята, как это работает? Что все эти болезненные мысли, ощущения, они находятся не в виде памяти в голове, они находятся именно в виде вот этой болезненной эмоции, недопрожитой сцены, недопрожитого слепка, недопрожитого движения в твоей фасциальной ткани. И вот этот импульс застрявший, он и является причиной, первопричиной всех твоих проблем. Это то же самое, прикинь, вот ты вот, например, какой-то судья, и ты хочешь рассудить какую-то ситуацию, а тебе на ухо кто-то вот так вот просто наускивает. Посмотри, они тебя ненавидят, они тебе сделали больно, посмотри, ты помнишь, как тогда. То есть, как ты можешь в таких ощущениях, в таких мировосприятиях, в такой реальности, как ты можешь быть вообще адекватным, здравым и объективным? Это невозможно. Это как бы внутри демоны тебя, тараканы просто тебя стропалят, понимаешь? То есть, это не является твоей сознательной личностью. Это не ты. Это застрявшая боль в тебе. Это застрявшие импульсы в тебе. А получается, психология что делает? Она эти этапы пропускает, ибо она не понимает вообще, что в принципе, что настолько плотно психика и физика связаны. Она не понимает, что это не твои мысли в голове, а что это импульс, который ты получил. И она начинает свою работу, психология, с того момента, что ты уже этот импульс получил. И у тебя как бы мысль, то есть они называют это мысль, что это твой шаблон, твоя мысль в твоей голове. И начинают тебе как бы помогать вот это уродливое, обкоцанное поведение, встроить ее в реальную жизнь так, чтобы она совсем не разрушала окружающих и твою реальность. То есть они пытаются тебя примирить с этими тараканами. Не освободить, а примирить. То есть вообще не ставится вопрос про то, что можно вообще без этого. Ведь как бы ни один человек не рождается вот таким контуженным. Он контуженным становится. То, что ты называешь за норму сегодня, это как раз и есть твой слепок твоей вот этой боли и всего, что в тебе есть. И ты думаешь, что это ты, представляешь? То есть ты, получается, совершенно даже не имеешь представления, кто ты, какой ты по-настоящему, как ты по-настоящему реагируешь, потому что ты просто переполнен этим всем. Там нету места твоему истинному, нормальному проявлению. То есть ты хочешь что-то сделать, а тебе вот это вот куда не лезь, сейчас и закидало просто лавиной этих проблем. И ты такой, да нет, я боюсь, я не хочу, я не могу начать свое дело, я не могу начать свой бизнес, я не могу блог вести свой, не могу, потому что тебя просто вот так в тиски. В тиски не тут, а вот отсюда. Каждая вот эта боль, каждая эмоция, она на специальные этажи, на специальную карту ложится. То есть есть психоэмоциональная карта, куда непосредственно конкретная ситуация упадет в какую точку. То есть это и есть вот это мое знание, другой взгляд на человека, это и есть мой метод код фасции. И при таком раскладе, ребята, нет больше никаких год-сессий только для того, чтобы проработать там обиды на маму, на папу и вот это все вспоминать. Оно вообще в жертву погружает. Эти люди только зарываются и начинают там себя жалеть. Короче, полный бред, ребята. Это так вообще не работает. Один раз просто проработал, и нету всех этих проблем. Потому что нет разных вот этих, это не разные какие-то проблематики. Это все просто импульсы боли, записанные в определенных участках тела. И просто вам нужно понять сейчас, что, например, ты сейчас видишь, машина едет, ты переходишь пешеходный переход, и машина едет, несется.
И ты должен понять, что это не машина несется, машину не существует, как бы неважно, машина здесь ни при чем. Машина побудила твою нервную систему подать импульс, тревога. То есть в конечном итоге все, что ты видишь, слышишь, делаешь, это импульс. Импульс подается в мозг, ты ловишь эту команду, фасция начинает, хоп, и ты как бы к тревоге готов, все. Но это здесь и сейчас ничем не отличается от того, что было 30 лет назад, когда ты был ребенком, был беспомощный, получил вот это горе и так далее. Потому что тогда это был точно такой же импульс. А у импульса нет такого понимания, что я импульс, рожденный 30 лет назад, срок годности у меня вот такой. Они одинаковы для нервной системы. Именно поэтому для тебя нет разницы прошлого, настоящего. То есть ты летаешь между вот этим вот, тебя в прошлое утягивает переживание о будущем, то в настоящем. И вот это вот все бесконечный каток. А человек, который освобождается от этой боли, от этих импульсов, он просто автоматически здесь и сейчас, просто вот в настоящем плюс в кайфе, без вот этого ответвления, без отвлечения на какую-то вот эту боль. Настоящий человек, который снял эти импульсы, да чтоб он пошел гневаться, чтоб он пошел там обижаться, да ему это невыгодно, ты понимаешь? Да ему просто лень, ему лень что-то делать, доказывать и делать. То есть для него это такое пустое, глупое. Он просто от этого как бы, да, это ну нахрен, как бы вообще даже вот все, даже не буду тратить частичку своего внимания. Потому что вот в тебе это бурлит, потому что оно подкреплено реальной этой болью. Для тебя это живо, настоящее, как сейчас. То есть ты это прям чувствуешь, как будто оно вот сейчас произошло. А человек, который убрал эти импульсы, у него остается лишь серое, блеклое, холодное, бессмысленное воспоминание. Такое же бессмысленное, как, не знаю, ты там в 6 классе 1 сентября пошел на линейку. И что? И что теперь? Ну и было, и какого? Это вообще, ну, просто не подкреплено ничем. Было и было, мне это не интересно. Так вот точно так же ты начнешь как к неинтересному относиться к любой психодраме, к любой такой типа там прям драме, там прям то, что тебя заставляет сейчас аж бледнеть, аж подать в истерику, аж вот дрожь, аж вот эти вот реакции, там тошнота, аж какие-то, знаете, мурашки по телу. Это же все вот этот ужас, он же прям по телу, ты как раз сам это понимаешь. То есть он не в голове, это как бы физиологические реакции, это физиологические реакции импульсов. И вот здесь я еще хочу добавить такой момент, что а что тогда вот эта фасция есть, если не подсознание? То есть вот посмотри, что такое подсознание? Это то, что как бы внутри там какие-то сигналы подает. Это то, что влияет на твое поведение. Это то, что тебе как бы неуправляемо. Это то, что работает автоматически. И если ты проведешь под фасцию и под подсознание в понимании того, что это такое, то окажется, что это идентичные вещи. И именно поэтому я и утверждаю, что фасция — это такой гибрид. Это гибрид нервной системы и подсознания. В том смысле, как зеркало подсознания, как орган подсознания, выраженный в физическом теле. Потому что именно там закопаны вот эти импульсы и эта боль, эти травмы. Не в голове в виде мыслей, а вот там. И когда их тут убираешь, на твое поведение больше уже перестает оказываться какое-то влияние. То есть с точки зрения именно практически твоей жизни, вот того, что тебя мучает, фасция является твоим подсознанием. И это знание революционно. То есть я уже открыл его как 10 лет. Но только вот сейчас, буквально как несколько месяцев последних, я его уже вывожу на мировой уровень. То есть до этого я работал практически как практик с этим. И вот избавлял людей, помогал, невероятный до-после. Но у этого не было как бы теоретической научной базы, через язык понятной современной науки. А вот сейчас я как раз непосредственно этим и занимаюсь. То есть я прям труды делаю, я прям доказательную базу собираю, я прям в научных этих кругах это буду все двигать, потому что, ну хватит, ребята, пожалуйста, хватит уже. Это невозможно жить в этом мире. Это какое-то как раздвоение. У меня скоро будет раздвоение в голове, когда мир живет вот так, а на самом деле все решается элементарно и вот так. Ну просто тяжело реально жить, как будто ты знаешь, как лунатик, как это называется? Незнайка на Луне. То есть, ну это перебор, все. То есть я уже веду переговоры с дружественной юрисдикцией. То есть я уезжаю из Европы непосредственно уже туда, где это будет развиваться в виде исследовательского института, где будет переворот этого всего, где люди не зашорены. То есть я уже туда иду. То есть сейчас идет уже freshlookhuman.com сайт, где как портал, где будет объяснено все. Книга «Код фасции» параллельно уже мной скоро будет выпускаться на Амазоне и так далее, на английский переведено везде. Сейчас на данный момент вы можете в мою телеграм-группу пойти, там есть такой мини-книга, трактат на 30 страниц «Фасция — это подсознание». Просто прочти.
У тебя вопросов не останется. Просто прочти. И вот в своей телеграм-группе я в последнем посте писал, что раньше вот это обучение, которое я делал, оно было направлено на 1000 человек. Ну да, помог я несколько десяткам тысяч людей, но это мизер. И то есть я не могу тратить время на это. Я буду тратить свою жизнь на то, чтобы вывести это в формате миллионов, миллиардов всего человечества, чтобы это стало новым пониманием. Именно поэтому будут закрыты все и Создатель 1, и Создатель 2, и все эти курсы, проекты, которые я делал для того, чтобы люди могли снимать зажимы. Потому что я целиком и полностью свою жизнь теперь посвящаю тому, чтобы все вот это вывести, обосновать научно и так далее, и так далее. То есть прям я это делаю жизнью делаю, не просто вот на уровне любительском таком, знаете, там помогать какой-то там одной, другой сотне людей. То есть я предполагаю, что вот этот переходный период займет около 2-3 месяцев. То есть это уже ваша жизнь, ваша возможность, ваши шансы, ваша, вот если вам откликается, то сейчас лучше действуйте, потому что потом просто не будет такой возможности. В общем, ребят, все в ваших руках, выбор у вас есть, куча роликов здесь на канале есть. Изучайте, смотрите. В телеграм-группе также у меня есть даже бесплатный, попробовать, чтобы можно было бесплатный такой мини-курс. То есть тоже смотрите, пробуйте. Хотите, изучайте, смотрите, пока это доступно. Будьте здоровы, берегите себя. Пока.